Всем привет! Сегодня мы рассмотрим создание движущейся воды для бассейна. Все, что нам понадобится, это карта нормалей, которую я приложу в описании. Погнали! Вот такую вот сцену я подготовил для теста бассейна. Смотрите, первое, что нужно сделать, это запечь вашу сцену с бассейном без воды. Воду я вставил позже, вот я ее выделяю, прячу, и у меня здесь есть запеченный свет. После я добавил plane, который у меня был подготовлен ранее в 3D Max. У меня он имеет небольшую геометрию волн, но это не обязательно, так как ее практически не будет видно. Просто у меня была готовая такая модель. Давайте приступим к созданию нашей воды. Нам понадобится вот такая вот текстура нормалей волн. Ее мы будем использовать. Все, что нам понадобится сейчас, это создать новый материал. Назовем его Master. Открываем. И давайте я вот на весь экран открою. Смотрите, если у вас есть созданный материал стекла, вы можете легко его превратить в воду для бассейна. Все, что вам нужно, это скопировать ваши все ноды, которые отвечают у вас за воду, и добавить эту карту нормалей, про которую я только что говорил. Я сейчас сделаю так и вернусь. Так, я скопировал мое стекло в наш материал воды для бассейна. Еще раз быстренько пробежимся, что я изменил. Blend Mode Translucent. Внизу не забываем Lightning Mode Surface Translucency Volume. И дальше цвет, Specular, Metallic, Roughness. Потом в Opacity мы через Lerp кинули Fresnel. И это позволило нам сделать края, у нас это будут волны, края волн менее прозрачные, чем сама гладь, так как Fresnel работает в принципе. И на Refraction то же самое. Посмотрите, пожалуйста, видео о реалистичном стекле у меня на канале. Ссылка будет вверху справа. Все, что я сделал, это скопировал сюда этот материал. И сейчас мы начнем работать над движущимися волнами. Для этого нам нужна наша карта нормалей. Я ее выделяю. Или давайте я ее перетащу в окно. Есть наша текстура. Нам понадобится две, так как движение воды будет создано у нас простым движением карты нормалей. В Unreal есть специальный нод для этого, сейчас я о нем расскажу. Для начала мы все делаем как с обычным нормалом. Для контроля высоты волн у нас будет Flatten Normal. Дальше изменяемый параметр normal. Помните, flatten normal, стандартное значение, которое вот здесь мы устанавливаем. 0 это значит максимальная сила нашей карты нормали, а единица, она полностью делает ее плоской. Чтобы вы знали, чем больше значения, тем меньше будет высота волн. По стандарту я оставляю 0. Так, дальше я подключаю... Нет, не подключаю. Нужно нам две копии текстуры, одинаковые. Ctrl-W копирует нашу текстуру. Мы создадим для них еще тайлинг, чтобы мы могли делать наши волны больше-меньше. Для этого мы берем Texture Coordinate, загоняем его в Multiply. В Multiply мы пустим нод Append Vector. Его мы подключаем сюда. И к нему два изменяемых параметра. View
и vehicle. Это будет наш тайлинг. Так, тайлинг готов. И дальше главный наш новый нод Panner. Что он делает? Он просто берет нашу текстуру и двигает ее по оси. Сейчас я продемонстрирую, как это выглядит. Я беру Panner, подключаю к текстуре. И для того, чтобы она работала, вот я возьму и включу превью текстуры. Сейчас оно тут появится, как загрузится. Вот есть превью текстуры. И для того, чтобы она начала двигаться, нам нужно задать скорость. Изменяемый параметр. Wind Speed 1. Ну и скорость 0.5. Смотрите, подключаю я скорость. Все, текстура двигается слишком быстро. Давайте 0.1. Все, текстура двигается. Хорошо. Stop Previewing. И это дело мы дублируем Ctrl-W. Подключаем сюда. Не забываем изменить название на 2. И просто минус значение делаем. Вот у нас получилось две текстуры, которые двигаются одна на другую. Нужно их нам смешать лерпом. Lerp — это Linear Interpolate. Это как Blend в 3D Max. Мы возьмем одну текстуру в А, вторую в Б. И если мы не задаем альфа, Lerp смешивает 50 на 50%. Все, вот у нас смешались две текстуры. И если я сейчас включу превью Lerp, мы увидим, как одна текстура двигается на другую, и они смешиваются. Start Previewing Node. Смотрим. Вот. Смотрится как волны. Все, что мы сделали, это мы просто двигаем текстуры. Stop Previewing. Это мы дело пускаем как обычную нормалку Flatten Normal. И только подключим еще наш тайлинг в координаты. 1 и 2. Все, наш материал воды готов. Осталось только настроить эти все значения по вкусу, чтобы смотрелось хорошо. И тайлинг обязательно. Сохраняю. Вот наш материал готов. Я создал уже инстанс нашего материала. Вот здесь они двигаются. И давайте этот инстанс мы наложим на вот наш plane. Вот вы видите движение воды. Правда, слишком бурное. Я думаю, нужно скорость немножко уменьшить. Давайте не 0.1, а 0.01. И 0. Минус 0.1. Вот такие значения я задал в материале. Вот водичка себе медленно двигается. Хорошо смотрится. В следующем уроке мы рассмотрим, как еще добавить сюда каустику, чтобы вообще хорошо смотрелось. В принципе, это все. Пишите, если вам что-то непонятно, может что-то более конкретно объяснить. Главное, после создания этого материала запекать сцену уже можно, не исключая этот plane из освещения, так как он прозрачный, он так и как стекло не будет отбрасывать никаких теней, разве что немножко своим цветом подкрасит подложку. Если мы уберем нашу воду, то цвет немножко меняется. А так все, воду мы создали, она двигается, смотрится довольно реалистично. Если мы добавим еще каустику в следующем уроке, будет вообще супер. Ставьте лайки, пишите вопросы, подписывайтесь, и через секунду увидимся в следующем видео.